Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасении. В этой программе хотел бы поделиться с вами размышлениями своими о времени последней седмины. Я сделал такую таблицу, где указал даты возможного начала, середины и завершения этой 70-й седмины перед наступлением тысячелетнего царства Иисуса Христа. Сначала немного расскажу о самой этой таблице. Значит, вот последняя седмина для Израиля. Значит, мы знаем по книге Откровения, что есть первая половина седмины и есть вторая половина седмины, которые длятся по 3,5 года. Также мы знаем, что вот в этой строке у меня указаны годы еврейского календаря, который сегодня идет 5783 год. И в следующей строке, на строку ниже, мы видим 5993 год. Много раз говорилось о том, что возможно в еврейском летоисчислении отсутствует 210 лет. Если к 5783 прибавить 210 лет, это будет 5993 год. И эти 7 лет приведут нас к 6000 году, то есть к окончанию 6000-летней истории от сотворения и началу 7-го тысячелетия. Дальше. Следующая строка показывает нам годы от осени до осени, 2022, 2023 и так далее. Тоже до 2030 года. Мы говорили, что седмина может начаться и могла начаться не с 1 Тишрея, а с 1 Ниссана. Потому что в книге Ездры мы читали о том, что царь Артаксеркс, возможно, дал повеление Ездре о выходе из Вавилона именно 1 Ниссана. Поэтому возможно, что последняя седмина для Израиля тоже началась 1 Ниссана. И если с 1 Тишрея начинается гражданский год или сельскохозяйственный год, то с 1 Ниссана начинается именно духовный год. То есть поэтому здесь мы видим, что один год проходит с 1 Ниссана до 1 Ниссана, второй год седмины с 1 Ниссана до 1 Ниссана и так далее. И до 1 Ниссана вот этого 5790 или 6000 года. До 1 Ниссана. Значит, теперь по датам пройдем. Значит, с 1 Ниссана это 23 марта 2023 года. В этой программе мы будем ориентироваться на календарь Торы. Я его покажу. Значит, вот календарь Торы. Мы видим 2023 год и первый месяц. То есть первый день первого месяца начинается 23 марта 2023 года, как у нас указано в таблице. И Песах начинается с вечера 5 апреля, то есть 6 апреля это первый день Песаха, 7 второй день, то есть сегодня второй день Пасхи. И завтра будет третий день Пасхи, пасхальная суббота, видим, 8 апреля 2023 года. И Песах заканчивается 12 апреля в Израиле 2023 года. Но, как говорят, Песах длится до 13 апреля вне Израиля. То есть вне Израиля до 13 апреля. Эту закрываем. Идем дальше. Значит, 3,5 года от 1 Ниссана, 3,5 года пройдет до 1 Тишрея. Это праздник труб в 2026 году, Рош ха-Шана. Давайте посмотрим теперь по календарю Торы 2026 год. Вот, 2026 год, видим здесь, 7 месяц, который начинается с вечера 12 до 13 сентября. У нас в таблице написано 12-13 сентября 2026 года. Вот, и это середина седмины, то есть первый день 7 месяца, первый день месяца Тишрей. Закрываем. С 12-13 сентября 2026 года, Рош ха-Шана. Дальше. И оканчивается седмина 1 Ниссана или 6 марта 30 года. Сейчас мы тоже откроем календарь Торы и посмотрим на 30 год. Посмотрим на Песах 30 года и на 1 Ниссана. Так, смотрим, что это 30-й год. Вот он, 30-й год. И
6 марта 2030 года это первый день, то есть первая Ниссана. И с 19 марта по 26 марта идет Песах. То есть начинается Песах вечером 19 марта, 26 марта Песах заканчивается. Дальше. Теперь пройдем по событиям, которые описаны в книге Откровения. То есть мы в 11 главе книги Откровения читаем, что «И дам двум свидетелям моим». То есть есть два свидетеля Иешуа, которые будут пророчествовать 1260 дней. Это время, во время первой половины седьмины, 1260 дней. Это событие при снятии 7 печатей, как показано в книге Откровения. Значит, как я вижу приблизительно, что 6 печатей, снятие которых описано в 6 главе, будет приблизительно в течение 1 года. То есть все события, которые, возможно, описаны в 6 главе, произойдут приблизительно с Песаха 2023 года до Песаха 2024 года. В это время будут запечатлены 144 тысячи сынов Израиля. И в это время на небе будут собраны убитые за Слово Божие, полное число из всех народов. Здесь мы читали при снятии 5 печати, что под жертвенником Иоанн видит души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которые возопили к Богу громким голосом. И им сказано успокоиться на малое время, пока и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И в 7 главе мы читаем о великом множестве людей, стоящих перед престолом, которые пришли от великой скорби. Дальше, начиная с 8 главы, мы видим снятие 7 печати, и ангелы трубят в 8 главе в 4 трубы. В это время поражается третья часть природы, то есть там написано, поражена была третья часть дерев, поражена была третья часть моря, третья часть рек и третья часть небесных светил. То есть, возможно, вот в этот год протрубят ангелы в 4 трубы, и события произойдут вот такие в это время. Дальше, начиная приблизительно с весны 2025 года, будут идти 2 горя при трубе 5 и 6 ангела. Это 18 месяцев, как мы говорили в прошлой программе. В конце 8 главы мы читаем, что горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить. То есть при трубе 5, 6 и 7 ангела произойдут 3 горя на земле для живущих на земле людей. Первое горе – это саранча, которая будет мучить людей 5 месяцев. Вот здесь 5 месяцев. И при трубе 6 ангела 4 ангела будут освобождены для того, чтобы умертвить третью часть людей. Это 13 месяцев. Там написано, что они приготовлены на месяц и год. Месяц и год – это 13 месяцев. И в общей сложности это 18 месяцев. И если, как мы говорили много раз, что 7 ангел вострубит в середине седьмины, то есть до трубы 7 ангела, вот эти 2 горя должны произойти. Это 1,5 года. Идем дальше. Значит, в середине седьмины, как мы читаем в 12 главе, дьявол будет свержен на землю. И в 12 главе написано «Горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости». То есть 3 горе при 7 трубе. Это ярость дьявола. Дальше. Интересно сказано в пророчестве Даниила, что в половине седьмины будет мерзость запустения. И в 12 главе сказано, от прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Если мы к 12-13 сентября прибавим 1290 дней, то мы придем к 26 марта 2030 года. Я могу это показать. Вот есть такой калькулятор. И мы к 12 сентября, допустим, 26 года прибавляем 1290 дней. Добавить к дате. Выполнить. Получается 25 марта. То есть 25-26 марта. 25-26 марта это 7-й день Песаха. Если мы перейдем в Песах 30 года, Песах 30 года,
то мы увидим здесь, что 7-й день Песаха – это 25-26 марта 2030 года. Интересная дата. То есть от середины седьмины, от 12-13 сентября 2026 года, 1290 дней до 7-го дня Песаха, завершающего. Там также сказано: «Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней». Если к середине седьмины, 1 Тишрея или 12-13 сентября 2026 года прибавить 1335 дней, мы придем к 9 мая 2030 года. Это Шавуот. Давайте сначала прибавим 1335 дней 12 сентября, добавить к дате 9 мая 2030 года. 9 мая 2030 года. То есть очень важные такие точные совпадения, что 12 сентября мы прибавляем 1335 дней и приходим к 9 мая 30 года. Откроем теперь Шавуот 2030 год. Вот 2030 год, 3-й месяц. Смотрим Шавуот. 9 с 8 по 9 мая. Видно? 9 мая 2030 года. Праздник Шавуот. Ровно 1335 дней. До 9 мая 30 года, до Шавуота. Еще интересный момент по поводу смоковницы, о которой сказано в 24 главе Матфея, где сказано, что не пройдет род сей. И мы все считаем, что это 80 лет. Давайте посмотрим, когда родилась смоковница. Есть такой сайт, где написано о международном признании Израиля, что государство Израиль было официально учреждено Декларацией независимости Израиля 14 мая 1948 года и было принято в Организацию Объединенных Наций ООН в качестве полноправного государства-члена 11 мая 1949 года. 11 мая 1949 года. Что мы видим здесь? То есть вот до 11 мая, когда Израилю исполнится уже 81 год, остается 2 дня. То есть 9 мая 2030 года Израилю все еще 80 лет. 11 мая 2030 года Израилю исполнится уже 81 год. Такой интересный момент. Дальше, значит, вот от 23 марта 2030 года пройдет ровно 7 лет или 2556 дней до 22 марта 2030 года. Это 3-й день Пасхи. То есть мы смотрели в 2030 году Песах. В 2030 году Песах. Вот 1-й день, 2-й день, 3-й день Пасхи, 22 марта. Это 3-й день Пасхи. То есть вот до 3-го дня Пасхи. То есть такие вот очень интересные совпадения по датам, которые, на мой взгляд, дают нам очень большую надежду на то, что все-таки 70-я седмина для Израиля началась. Причем вы все, наверное, смотрите новости, видите, какие происходят события сейчас опять в Израиле, что с Палестиной он опять стоит практически на грани войны. И вот в эти дни Песаха происходят такие знаменательные события. Поэтому вот хотел вот этими датами с вами поделиться. И что вполне возможно, что сегодня мы живем в такие интересные моменты, когда вполне возможно, что мы совсем скоро увидим Господа. Я на это очень надеюсь, очень в это верю. Всех вас очень люблю и благословения вам. Ободритесь и не переставайте ждать нашего любимого и драгоценного Господа. Ждать и верить. До встречи.